Всем привет, меня зовут Дима, я занимаюсь электромонтажными работами в Перми и в Пермском крае, в Российской Федерации. Почему я так представляюсь? Потому что я хочу записать этот ролик с английскими субтитрами. Вообще мне бы хотелось, чтобы его посмотрели не только люди, скажем так, из бывших стран СССР, но и там из Европы, Америки. Я буду всем рад, чтобы мы пообщались в комментариях. Я постараюсь, насколько я умею, оптимизировать этот ролик на английском. Надеюсь, у меня это получится, и надеюсь, мы получим определенную аудиторию и вместе пообщаемся. Этот ролик я хочу посвятить своим лайфхакам электрика, которые я, по крайней мере, считаю лайфхаками. Понимаю, что кто-то сейчас смотрит и говорит: парни, мы это все херня, мы знаем, у нас лайфхаки еще круче, вы нас ничем не удивили. Да, пацаны, без проблем, я простой деревенский парень, можете показать, записать ролик, где вы делаете еще круче все в 10 раз, я буду только рад. В общем, ладно, значит, мы заехали сюда после отделочников наших, то есть сотрудничаем в Перми с одними отделочниками и сантехниками. Они делают все шикарно, под нас все подготовили, выставили часть гипсокартона. Сантехник сделал уже сантехнику, все трубы рехал. Сегодня мы будем делать только разметку, штрабление. Мы привезли инструмент пока что, который нужен только для этого всего дела. Купил я еще вот, кстати, из новинок такую насадку для пылесоса. Заказал я у парня ништячки из Китая. Я как-то у него покупал дрель и снимал по ней ролик. И ставил на него ссылку в описании. Сейчас начинаем переодеваться и будем работать. В общем, приступаем к пыльным работам. Стены мы везде разметили. Начинаем штрабление, проделывание отверстий для подрозетников. Сейчас будем прицеплять циклон к пылесосу. Сейчас будем сверлить отверстие для направляющей коронки. Для пылеудаления используем специальную бошевскую насадку. Очень удобная для сверления бурами. Сейчас будем проделывать в стенах отверстия для подрозетников. Используем безударную алмазную коронку. Поскольку стены у нас гипсовые, это можно делать все обычным перфоратором, поэтому мы не паримся. Дрель и другую алмазную коронку мы уже используем на железобетоне, а здесь можно так. Ну и испытаем нашу новую насадку. И вот так на этой квартире мы вытряхнули вот несколько таких ведер. Если бы тут циклона вот этого не было, это все бы попадало в мешок. И когда мы делали без циклона, мешков постоянно не хватало, а они в принципе все заказные. И мы, в общем, по 10 раз вытряхивали из одного мешка. Мешок в итоге рвался, все это попадало в движок. Короче, вообще неприятная история. Вот потом себе сделали циклон наконец-то и вообще просто счастливы. После того, как все проштробили, везде сделали отверстия для подрозетников, начинаем устанавливать подрозетники. Мы их вмазываем на алебастр. Я знаю, что кто-то делает это на Ротманд. Ну, нам удобнее на алебастр, потому что они встают практически моментально и уже сразу можно раскидывать провода. Сейчас я покажу, как мы это делаем, и покажу еще одну фишку. Если честно, я ее сам еще не пробовал, но знаю, что многие электрики ее практикуют. Мы будем вмазывать подрозетники, а для вмазки в качестве емкости будем использовать половинку от резинового меча. Теперь надо подождать минут 5, когда смесь схватится и подрозетники встанут. Мы специально вмазываем их до раскидки всех кабелей, потому что их намного удобнее вмазывать, намного удобнее ловить в уровень. Мы просто оставляем тут отверстие. Ну, в общем, я потом еще по этому поводу расскажу и покажу. Также мы тут оставляем линию, по которой мы ловим уровень этих подрозетников. То есть вот эта линия у нас, которая идет, она у нас осталась после разметки, и она идет у нас в уровень, мы его оставляли по лазеру. Самое главное преимущество вот этого мячика, что после того, как вы вмазали стаканы, через минут 5 алебастр уже застывает, вы просто его берете, скомкиваете, вытряхиваете и можете снова им пользоваться. Очень крутая вещь, мне, кстати, понравилась. Ну все, начинаем разметку потолка. Для разметки используем вот такую вот шнурку. Очень прикольная вещь, можно комнату разметить буквально, я не знаю, там, за 5-10 минут. В общем, поехали, сейчас все покажем.
Хочу еще немного рассказать по гвоздям для монтажного пистолета. Я пробовал как оригинальные гвозди от Туи. Не скажу, что они чем-то отличаются вот от этих вот гвоздей. Эти я покупаю у парней из Уссурийска. Дело в том, что они стоят столько же примерно, сколько и оригинальные от Туи. По качеству ничем не отличаются. Но плюс у них в комплекте идет вот такой вот газовый баллон. Его не надо покупать отдельно. К этим гвоздям его нужно покупать отдельно. Это как бы накладывать. Поскольку гвозди на каждый объект используются свои, на каких-то нужно 16, на каких-то 20 и так далее, короче. Везде нужны разные гвозди. Многие электрики мне писали, что они с собой возят по 16 пачек гвоздей, по 20 пачек разных гвоздей, потому что не знают, какие им пригодятся. На мой взгляд, это очень дорого и невыгодно. Мы решаем эту проблему другим образом. Парни, которые мне продают вот эти гвозди с бегемотиком, у них есть такая фишка. Промо-пачка. Получается, в ней есть гвозди всякого разного размера, начиная от самых больших, ну и заканчивая самыми маленькими. Это очень прикольно, потому что вам нужна всего лишь одна такая пачка. Если вы, к примеру, с заказчиком договорились, хлопнули по рукам, вы просто берете эту пачку, приезжаете к нему на объект, делаете пробные выстрелы пистолетом, узнаете, какие гвозди вам нужны, заказываете эти гвозди. И получается, как только они приходят, можете уже начинать объект. На мой взгляд, это очень выгодно. Ссылку на этих парней, которые продают такие промо-пачки, я укажу в описании. Для прокладки кабеля используем вот такой вот девайс самодельный. Это, в общем, диск здоровья, продается в спортивных магазинах. Я не знаю, если честно, зачем он нужен и что им тренируют, но на него встают и крутятся. Мы приделали снизу фанеру и сверху фанеру побольше. И еще сделали прорез для ручки, чтобы его было удобно носить. Сейчас покажу, как он работает. Пока напарник крепит клипсы к потолку, я уже начинаю раскидывать кабели в штробах. Сейчас я расскажу, почему мы устанавливаем стаканы сразу после штробления и вмазываем их только наполовину. Мы выставляем диски в штроборезе таким образом, чтобы штробы по ширине хватало ровно под кабель, чтобы кабель там держался сам по себе. Ну, в общем, смотрите, я засовываю кабель в штробу, и он там, в принципе, держится сам. Таким образом, кабели раскидывать очень быстро. Мы просто их сразу же заводим в стакан, и все. Я иду везде сверху вниз, таких прокидываю. То есть это делается все очень быстро. И это, получается, экономит время. Также, вмазывая стакан таким образом, намного проще ловить их уровень, поскольку вам не мешают торчащие провода. Хочу сказать спасибо одному из своих подписчиков, который мне прислал вот эту вот протяжку. К сожалению, в моем городе нет вообще ничего подобного. И в одном из своих видео я показывал, как я мучился протяжкой из Leroy Merlin. Это была не протяжка, а просто полное говно. Как видите, у нас в некоторых местах уже стены из гипсокартона выставлены. Здесь сделано отверстие. Сверху нам отделочники сразу же тоже продумали отверстие. Сейчас я затяну сюда протяжку, а потом уже к ней будем привязывать сам кабель. Неизвестный подписчик, большое тебе спасибо. Я обязательно тебя как-нибудь упомяну в видео. Теперь подошла очередь пайки и скруток. Прежде чем начинать пайку, я обмакиваю все скрутки в спиртовой раствор канифоли. Тут нет никакой кислоты, это просто спирт и канифоль, а значит ее потом не надо смывать. Меня в комментариях много спрашивали про мой паяльник, как я его сделал. В общем, я его купил в магазине. Это обычный паяльник топорик. Тут было такое заострение. Я видел, как многие электрики сами переделывают их, вот получается, в такие паяльники. Берут, срезают тут верхушку, делают отверстие, получается, просверливают дрелью. Мы сделали все намного проще. Мы просто увезли его профессиональным токарям. Нашли их, получается, по объявлению в своем городе, где у нас есть токаря. И они нам сделали это все за 500 рублей. Срезали верхушку, потом фрезой сделали такое вот
расширение. Все очень просто. Почему я использую скрутку с последующей пайкой? В принципе, у нас в России коробки, которые будут закрыты, то есть к которым не будет доступа, разрешено делать либо пайкой, либо сваркой, либо опрессовкой. Я выбрал пайку тупо потому, что она мне больше нравится. Вот и все, потому что я с детства любил паять, и вот как-то мне это приятней. Зная, что многие используют клемники Вага, по идее, насколько я знаю, в нашей стране клемники Вага запрещены для коробок, к которым не будет доступа. Ну, если кто-то их делает, ну пускай делает. Ну, в любом случае, я делаю пайку, она разрешена, никаких проблем с этих нет, так что как-то так вот. Пишите ваши способы, без проблем, обсудим в комментариях. Пайку я обязательно делаю только в толстых перчатках и в очках. На днях купили вот такой вот девайс от компании Haupa для затягивания стяжек и их обрезания. Это специальный пистолет, он служит для того, чтобы у вас стяжка затягивалась ровно настолько, насколько нужно, чтобы она не была не перетянутой и не дотянутой. И такая стяжка будет служить вечно. Стяжки мы используем только от качественного производителя, либо от Хаупы, либо от ДКС. Многие говорят, что на стяжке типа крепить нельзя, потому что это не по правилам. На эту тему я сниму отдельное видео. А сейчас идем стяжить. Заканчиваем работу, собрали электрический щит, сейчас будем протягивать все автоматы. Протягиваем их динамометрической отверткой специальной. На самом деле купили мы ее недавно, но вещь эта прикольная. Многие, конечно, скажут, что она не обязательно. В принципе, да, раньше мы делали все без нее, как бы нормально. Были, конечно, некоторые нюансы, иногда кросс-модули лопались. Например, у автомата момент затяжки 3,5 ньютона на метр, а у кросс-модуля 2,4. Мы все всегда закручивали до предела, и у нас были случаи, особенно ековские кросс-модули, они просто лопались. Сейчас мы, во-первых, использовали леграндовский кросс-модуль, а во-вторых, мы его затягивали динамометрической отверткой, на нем было написано 2,4 ньютона на метр. Мы столько выставили, и все, получается, никаких проблем. Еще, мне кажется, такая отвертка, она хорошо повлияет на конверсию, так сказать, вашу. Например, если заказчик устроит какой-то тендер, позовет разных специалистов, будет узнавать, что и как они делают. Если вы скажете, что у вас есть такая отвертка, то, не знаю, мне кажется, объект уже ваш, потому что это просто покажет ваш профессионализм. Например, у нас на этом объекте мы таки сделали, мы просто ему показали, рассказали про наш инструмент, в том числе про эту отвертку, и все, мы выиграли тендер. Ну ладно, поехали. Есть, в общем, разные насадки, но мы уже поставили ту, которую надо сюда. Момент затяжки выставляется вот таким вот четырехгранником. Ну, тут уже все выставлено. Сейчас просто начинаем дотягивать автоматы. Мы на самом деле уже весь щит протянули. Так оставили внизу пару автоматов, чтобы показать все это дело. Ни хрена не затягивается. Все. Их на самом деле по матерому надо протягивать. Все. Объект закончен. Иду показывать вам, что мы тут наделали. Вот в таком виде мы тут все сдаем. Так, это у нас получается тут кухня. Кабели мы все используем в FG NGLS по нашему российскому стандарту. Их можно прокладывать по негорючей поверхности, то есть по бетону, как у нас, без гофры или без какой-то любой дополнительной другой защиты. В общем, вот наш щит. Щит взяли Schneider, серия Pragma. Очень крутые щиты, сразу скажу, мы их только недавно стали использовать. До этого мы в электромонтаже премиум класса, так скажем, использовали B-Minstrel. Мне кажется, Pragma, она все-таки немножко получше и намного симпатичнее. Мы здесь взяли наружную версию этого щита, потому что внутреннюю, но мы не стали топить внутрь по простой причине. Тут несущая стена, где-то сантиметра 3 идет штукатурка, а потом уже все получается бетон. То есть нам бы тупо пришлось нарушать конструкцию несущую. Естественно, мы это не стали делать, поэтому поставили тут наружный щит. Наполнение щита практически тоже все от Шнайдера, серия домовой. Леграндовский только кросс-модуль мы взяли. И реле напряжения. Реле напряжения мы взяли от украинской компании Арбуз. Многие еще их называют Арбуз. Расскажу, почему я его захотел купить. Я обычно использую реле напряжения тоже от Шнайдера, но они только до 40 ампер. Здесь в квартиру от застройщика шел вводной автомат на 50 ампер. Поэтому нам пришлось ставить более мощное реле. Как обычно в комментариях мне все писали, что вот возьми Арбуз, возьми Арбуз. Я поразился их количеству, зашел на сайт, почитал о нем немного. Там, конечно, его расхваливают просто мега много полезной информации. Также я офигел от положительных отзывов. То, что ни у кого с ней не было никаких проблем. Честно, я ее купил тупо из-за того, что она надежная, по крайней мере так показывают отзывы. Никаких негативных отзывов я не встретил в принципе.
а во-вторых, она просто красивая. А тут будет чик на виду, и мне хотелось как бы что-то такое симпатичное сюда поставить. Особенно мне запомнился один пункт, который они указали, что в этом реле нет вообще никаких металлопленочных конденсаторов, которые со временем рассыхаются и имеют свойство терять свою емкость, что может за собой повлечь потом снижение класса точности и так далее. Я как бывший радиолюбитель знаю, что это, конечно, большой плюс, что действительно такая проблема есть. Но единственное, я не знаю, может в других релешках тоже нет этих конденсаторов. Но, по крайней мере, производитель сделал на это акцент. Кстати, у нас был такой прикол. Когда мы ее поставили, сразу же включили, мы ничего еще на ней не настраивали. Мы работаем, там все настраиваем, делаем пусконаладку, и релюшка периодически щелкает и все выключает. Мы сначала понять не могли, что за ерунда. Потом стали смотреть, у нее от завода было выставлено 240 вольт, получается, или там 242 вольта, верхний порог. То есть уже после него она выключалась. А тут, в принципе, даже сейчас напряжение 234 вольта. Видимо, иногда напруга просто доходила до 240 вольт, и релюшка просто все выключала. Потом мы разобрались с настройками, установили нижний порог, верхний порог. Так-то у нас, по идее, в стране 220 вольт, но на практике в городском комплексе обычно это больше, либо 230, либо там 230 с чем-то, а бывает и 240. Поэтому у нас, конечно, порог срабатывания надо ставить повыше. Ну, в общем, на этом у меня все. Ставьте лайки, как обычно, пишите комментарии, пишите, как работаете вы. Мне будет приятно, если будут писать люди из других стран, как они работают, где там, скажем, напряжение не 220 вольт, а уже 110 и там свои стандарты. В общем, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка будет в описании.